Всем привет, господа нажиманы, антикризисный обзор, 3 фиксида из Китая. Нет, правильнее сказать 3 китайских маленьких фиксида. Все 3 ножика попросил заказать мой друг, как он сказал, на пробу. Планируется их использовать дома для мелких хозяйственных и продовольственных работ. По его мнению, такие небольшие ножики как нельзя более подходят для такого рода деятельности. Итог, собственно говоря, перед вами. Друг заимел 3 скромных ножика с громким названием Colt, Browning и L Ridge, а мы, соответственно, возможность созерцать и оценивать качество откровенно китайского найфмейкерства. Все 3 ножа, помимо небольшого размера, объединяют еще ряд признаков. Нейлоновые ножны не самого лучшего покроя, неплохая, но местами кривоватая обработка и сборка, эбонитовые рукояти, и по заверению продавца, они все брались у одного продавца, 440-я сталь на клинках. Ну и, конечно же, низкая стоимость, $20 за всю тройку. Начнем, пожалуй, с Кольта. Ножик одет в нейлоновые ножны, более или менее к нему подогнанный. Фиксируется нож в ножнах ремешком на заклепке. Лучшее решение из всей тройки. Ножны держат форму благодаря внутренней вставке из пластика и крепятся на ремень при помощи вот такой нейлоновой петельки. Стоит сказать, что этот нож лучше и удобнее всех лежит в руке. Но и у него же хуже всего подогнаны накладки к хвостовику. На брюшке и спинке они меньше, и это явно ощущается при прикосновении. Да еще к тому же, по-моему, и видно визуально. Также не совсем хорошо зашлифованы заклепки на одной стороне. В остальном все довольно неплохо. Накладки, можно сказать, более или менее симметричны и похожи друг на друга. Лишь в месте подпальцевой выемки с одной накладки сняли больше, чем положено материала. Весит нож 96,5 грамм при общей длине 144 мм и длине клинка 60 мм. При этом стоит учесть, что основной вес ножа сосредоточен в его рукояти. Клинок толщиной 3 мм получил слегка вогнутые спуски, тупой кончик и сведение в 0,3 мм. Из коробки нож отлично справляется как с бумагой, так и с картоном. Браунинг внешне без опознавательных знаков, но коробочка гарантирует его происхождение. Также в нейлоновых ножнах, из которых он постоянно предпринимает попытки выпасть, за счет того, что его практически не удерживает хлястик на липучке. К мягким и гибким ножнам прилагается пройма для крепления ножен на ремень. У этого ножа наличествует та же проблема, неточная подгонка накладок, которые слегка меньше хвостовика. К тому же между одной из накладок и клинком обнаружилась небольшая, но тем не менее совершенно ненужная щель. Зато заклепки зашлифованы практически заподлицо, что, конечно же, радует. Наличествует небольшое отверстие под скромной толщины темлячок. В руке ножик лежит неплохо, хотя такой небольшой размер сказывается на удобстве. И неплохо он лежит во многом благодаря чойлу. Общая длина ножа, к слову, 135 мм, при длине клинка 68 мм. Весит он при этом всего 51 грамм. Клинок толщиной 2,4 мм, бонусом к сильно вогнутым спускам и сведению в 0,5 мм, получил несколько артефактов в виде вмятин на плоскости клинка. Китай во всей красе своей небрежности. Однако при строгании бумажки и картона ущербным нож себя не чувствует, справляясь в общем-то одинаково хорошо как с тем, так и с другим. И третий из тройки, фактически брат-близнец предыдущего как по размерам, так и по внешнему виду. Комплектуется слегка измененными по сравнению с предыдущим ножиком-ножнами, с перенесенным ниже хлястиком, которые позволяют довольно неплохо держаться в них ножу. По формам и размерам аналогичен предыдущему ножику и фактически отличается от него только отсутствием темлячного отверстия и более большим количеством заклепок на рукояти, а также чуть
большим весом 64,5 грамма. И еще одно приятное отличие: на этом ноже лучше всего подогнаны накладки к клинку, также заподлицо отшлифованы и заклепки. Но есть и ложечка дегтя, как же без нее. Одна из накладок, и это хорошо видно, чуть ли не вдвое тоньше второй. Из всей тройки этот нож имеет самый толстый клинок, 3,2,5 мм в обухе, и сведение аналогичное своему брату-близнецу 0,5 мм. Собственно, так же как и брат, проявляет он себя при строгании бумага и картона. Режет, надо сказать, очень неплохо оба материала. Конечно, никто не ожидал от китайских ножей за 7-8 долларов исключительного качества. Более того, стоит, наверное, сказать, могло бы быть и хуже. Остался открытым вопрос качества стали и ее термообработки. Но стоит ли его вообще открывать в этой категории? На этом все. С вами был китайский Кольт, китайский Браунинг и китайский Elk Ridge. Всем спасибо, пока!